Здравствуйте, дамы и господа, мальчики и девочки. Меня зовут Артур, я работаю в Inoka Plus, и мы делаем игры для ваших компьютеров и мобильных устройств. Это второй выпуск передачи In a World, в которой мы рассказываем о том, как мы делаем игры. В прошлый раз мы встретились с Максимом Надкрекером Бодриковым, исполнительным директором Inoka Plus, и он рассказал о началах и истоках компании. Сегодня мы продолжим разговор с Максимом и узнаем больше о внутреннем устройстве девелоперской студии и об общих принципах работы над проектами. С тем, как все начиналось, мы вроде бы разобрались. Но вам наверняка интересно, как же происходит взаимодействие между разработчиком и издателем. Тем более, что в наших аккаунтах в социальных сетях этот вопрос часто задают. Попробуем раскрыть тему вместе с Максимом. Вообще все зависит от издателей. Издатели очень разные. Это условно говорится издатель. На самом деле любая компания – это люди. За любым именем стоят люди, конкретные люди, с которыми приходится общаться. Часто бывает, что при личном общении, которым совершенно гениальные, в онлайне невозможно понять друг друга, когда текстом общаешься. Включаешь скайп, видеосвязь, бах, становится все прекрасно, нормально. Очень по-разному. Работа складывается по-разному. Ну и, как правило, сейчас принята работа, разбитие ее на этапы. Вообще все начинается с идеи. Начинается с идеи, задумки, ходишь ее, вынашиваешь, там где-то в фоне у тебя мысль работает, ходишь, бьешься головой об стену. У нас есть специальный артефакт, место для битья головой об стену, нужно будет отдельно его показать. Потом это все выливается в так называемый game pitch, то есть описание. Мы представляем себя на месте игрока, какие эмоции бы испытывал игрок, если бы он играл в игру, которая возникает в голове у дизайнера. Эти питч записывается, посылается издателю, из него рождается концепт тоже посылается издателю. Издатель на все это смотрит, говорит: окей, нас это устраивает, или не окей, нас не устраивают эти фрагменты, а вот подумайте еще об этом. И вот так на взаимодействии, во время переговоров, чем больше компания, тем дольше тянутся эти переговоры, рождается проект игровой. Потом подписывается контракт и начинается работа. Конечный продукт очень часто отличается, всегда отличается от задумки, причем достаточно сильно порой. Но, к счастью, хочу заметить, что в лучшую сторону, во всяком случае у нас так получается, что в лучшую сторону по сравнению с задумками. Может быть, везет с продюсерами, может быть, мы сами опытнее стали, как-то фу стало получаться у нас. Заметили, вот мы что, не получается, не знаю, как другие конторы, может быть, кто-то умеет делать трэш and кэш или там на заказ как камешек класть, там камешки. У нас хорошо получаются только игры, в которые нас самим приятно было бы играть. Поэтому были эксперименты, мы делали совершенно странные проекты, такие игры в себе, где там самой игровой составляющей практически не было, они больше похожи были на сервисы. Хорошо, классно были сделаны, но мы сами понимали, что это что-то странное. И игроки не воспринимали эту странность, не шли такие проекты. А вот то, что мы сами с удовольствием играем, разрабатываем, часами сидим, клацаем по клавиатуре или там возим пальцем по тачпаду, это точно так же нравится игрокам. Эмоции заряжают игру, чувства передаются, и, в общем, такой опосредованный контакт с аудиторией возникает. Это что касается внешних взаимодействий. Однако столь же необходимая вещь – взаимодействие внутреннее. Даже в самой небольшой команде есть самые разные отделы, которые отвечают за важнейшие части разработки игры. Должна существовать какая-то система, благодаря которой все шестеренки этого сложного механизма находятся в правильном месте и вращаются в правильном направлении. Как это происходит в Inoka Plus? Фактически все строится, я бы не сказал, как пирамида, скорее как здание. То есть есть некая основа. Основа – это, собственно, идея. Идея генерится дизайнерами. Начинается все с задумки, с дизайна. Потом подключаются художники, подключаются программисты, звукорежиссеры. Но
стержень, который пронизывает все это здание, как бы основа, которая его держит. Наверное, не очень разбираюсь в строительстве. Какой стержень зданий? Это продюсер. То есть на каждом проекте есть свой продюсер, который следит за тем, чтобы проект получалось то, что будет востребовано аудиторией, чтобы он соответствовал изначальной задумке, чтобы он нравился, оставался качественным. Это такой продюсер, это такой надмозг, который за всем этим следит, и часть его разума, она присутствует и в программистах, и в артистах, художниках, простите, жаргон прорывается, и в геймдизайнерах. Ну, основа это геймдизайн, хотя когда говорят: ух ты разрабатываешь игры, ты программист, да. Люди не подозревают, что на самом деле, кроме программистов, над проектом работают десятки людей. И без какой-нибудь фрагмент убери, выкинь какой-нибудь отдел, игры уже не получится. Не программистами едиными. Хотя, честь им и хвала, без программистов действительно ничего не вышло бы. Именно в нашей компании зоны ответственности, они, конечно, существуют, но нету такого четкого распределения по рангам. То есть нету, что ты можешь меня контролировать, я тебя не могу. Вот, я продюсер, я, допустим, сижу в общем кабинете с дизайнерами, и любой человек может подойти и сказать: а вот я считаю, что вот это вот не так сделано. Наверное, было бы лучше так, так и так. А давайте рассмотрим вот эту идею. В общем, постоянно подходят, мы часто спорим. Видимо, помогает то, что компания у нас не такая уж большая, у нас около 30 человек, и мы практически все друзья, мы на одной волне, мы друг друга понимаем, чувствуем. Не всегда идеи принимаются. Иногда споры бывают жаркими. Но в итоге получаются хорошие проекты. Я думаю, что если бы не было вот именно возможности кому-то поделиться своими идеями, не знаю, если была бы более жесткая иерархия, я думаю, получалось бы просто хуже. Многих интересует, какое образование нужно иметь для того, чтобы стать частью команды, которая разрабатывает игры. И вообще, многие ли в Inoka Plus работают по специальности? Я вот, например, по образованию художник. Тяжелый вопрос. Нет. По призванию работаю, по специальности нет. Я по образованию филолог. То есть, когда писал тексты, можно было еще сказать, что работаю по специальности. Сейчас нет. Я уже диалоги не пишу, сценарии не пишу. Вот я переквалифицировался в управдома. Есть ребята-психологи у нас, есть математики, есть инженеры по образованию. Практически у всех высшее образование, но такое не современное, а true высшее образование. То есть не просто корочка у людей в руках, а их научили мыслить, открыли разум людям, и они вот свою творческую составляющую научились выпускать из себя. Это позволяет людям делать игры. Да, программисты, наверное, больше всего. То есть у нас есть, по-моему, один гениальный программист, который сначала вырос из моделлера, вообще уникальный случай. Но так большинство программистов у нас очень серьезно именно программистскую подготовку имеют за плечами. То есть они как минимум математики, а так в основном ФПМ. I'm sorry. Вот такие интересные вещи рассказал нам сегодня Максим Бодриков, также известный как Nutcracker, исполнительный директор Inoka Plus. Если у вас есть какие-то вопросы по темам, на которые мы говорили сегодня, или любые другие вопросы к Максиму, оставляйте их в комментариях. Мы обязательно постараемся ответить на них в выпусках, посвященных только вашим вопросам. Мы встретимся с вами уже очень скоро на этом же месте и поговорим с Дмитрием Эльмом Гулиным, ведущим геймдизайнером Inoka Plus, и заодно проверим, настолько ли он мрачный интроверт, как обещал Максим. Ставьте лайки, делайте репосты, в общем, все как вы любите, и ждите нас в эфире. Спасибо, до свидания.